Добрый день! Представляю вам видео о том, как пользоваться нашими бамбуковыми луками. У меня в руках лук Ророк, но все, что будет сказано и показано, в равной степени относится ко всем нашим лукам. Как только вы достали лук из чехла, не спешите сразу же натягивать и стрелять из него. Сначала осмотрите лук и убедитесь, что у него нет повреждений из-за транспортировки. И следующий важный момент. Пожалуйста, убедитесь, что вы будете сгибать лук в правильную сторону. Определить это очень легко. Внешняя сторона называется спинка лука. При стрельбе мы ее не видим, она направлена в сторону мишени, и на ней нет никаких маркировок. Маркировка находится на животе лука. Так называется внутренняя часть лука, которую стрелок видит, когда натягивает лук. При натяжении слои на животе лука сжимаются, а на спинке растягиваются. На рекурсивных луках изгиб концов всегда направлен в сторону выстрела. Теперь пробуем устанавливать тетиву на лук. Важно делать это правильно. Когда вы сгибаете лук, нагрузка должна быть равномерной на оба плеча лука. Поставьте ноги и лук так, чтобы центр рукояти упирался в заднюю часть бедра левой ноги. При этом конец нижнего плеча упирается в переднюю сторону правой щиколотки. Сгибаем лук левой рукой за верхний конец и цепляем петлю. Проверяем, чтобы тетива лежала по центру плечей. На рекурсивных луках на плечах имеются кожаные кобылки для гашения вибрации. Лук готов для стрельбы. Проверим базу лука. Это расстояние от тетивы до рукояти. Рекомендуемое значение для длинных луков в пределах 15-18 см и для коротких 13-16 см. Теперь идем стрелять. Перед стрельбой убедитесь, что ваша длина растяжения не больше, чем максимальная длина растяжения лука. На маркировке указана сила натяжения на растяжке 28 дюймов. И также указана максимально допустимая длина растяжения в дюймах. Вы можете использовать стрелы любой длины, но важно никогда не растягивать лук больше максимально допустимой длины растяжения. На наших луках мы делаем на рукояти кожаную полочку под стрелу. Она помогает поддерживать стрелу и также защищает кисть от трения и порезов стрелой во время выстрела. Наличие полочки, а также ее расположение справа или слева от рукояти может оговариваться при заказе. Как опция возможен вариант с вырезом в рукояти с правой или с левой стороны. Если полочка вам мешает, вы можете просто удалить ее. Наши бамбуковые луки подходят для любого способа стрельбы. Можно натягивать тетиву как тремя пальцами, так и кольцом. Прикладывать стрелу как справа, так и слева от рукояти. По умолчанию рукоять на луке симметричная, если иного не было оговорено при заказе. После стрельбы всегда снимайте тетиву с лука. Мы не рекомендуем хранить лук с натянутой тетивой. Мы советуем по возможности всегда снимать тетиву с лука, если перерыв в стрельбе больше 30 минут. После стрельбы можно очень аккуратно выровнять плечи лука. Предполагается, что это поможет луку быстрее восстановить форму и упругость. Но делать это не обязательно. Если вы это делаете, пожалуйста, будьте очень осторожны. Изгиб лука в другую сторону может привести к поломке. И в заключении пару слов о хранении лука. Для хранения рекомендуется закрытое помещение, умеренная влажность и температура. Не храните лук на открытом воздухе и солнце, а также в сырых помещениях. Более подробную информацию по уходу и эксплуатации лука вы можете посмотреть на нашем сайте в соответствующем разделе. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.